Всем привет, друзья! Сегодня хочу показать вам вот такой вот яркий набор гражданских аксессуаров от фирмы Mini-Art. Это немецкий набор багажа 30-40-х годов. В комплекте также присутствуют мешки, тележка и вот даже коляска. Давайте рассмотрим поближе бокс-арт. Это, как всегда, прекрасная иллюстрация от Владимира. Здесь изображены все предметы, которые входят в набор, и, как видите, их не так уж и много, но зато каждый из них интересен и уникален. Как я и сказал, здесь тележка, мешки, коляска, а также набор чемоданов и портфель. Все предметы изображены на фоне разрухи, так что возникает ассоциация с эвакуацией. Но я буду использовать эти аксессуары в гражданских работах, и мне они отлично подойдут, чтобы дополнить модель такси или автобуса. Давайте рассмотрим коробочку дальше. На одном из торцов, как всегда, другая продукция фирмы Mini-Art. Здесь у нас колонка с набором емкостей, а также точно такая же тележка и набор бидонов. Колонку мы уже рассматривали на канале, и вы сможете найти этот обзор среди моих видео. А вот на тележку с бидонами ролик у меня еще обязательно выйдет. Так что не забудьте подписаться, если еще этого не сделали, и следите за новостями. На обороте коробки расположена инструкция и она же схема покраски. Давайте рассмотрим ее поближе. В верхней части раскладка литников, как я и сказал, набор небольшой, и каждый литник здесь представлен в одном экземпляре. Ниже начинается сборка, собирается тележка, коляска, чемоданы и мешки. Все детали, как видите, требуют сборки, но отдельно хочу выделить тележку. Она достаточно детализирована, и некоторые ее части можно исполнить в разных положениях. Например, поднять ручку или повернуть колеса. Еще хочу отметить, что в этот комплект входит набор декалей. Очень здорово их видеть среди таких аксессуаров. В нижней части находится таблица с необходимыми цветами. Для этого набора нам рекомендуется использовать 9 разных красок. Но, конечно же, такие предметы можно выкрасить в самые разные цвета, которые вы посчитаете нужным. Ну и теперь давайте перейдем к самому набору. Внутри находится небольшой пакетик с пластиком, и здесь же декаль. Сейчас я его вскрою и продолжим. Давайте сразу рассмотрим декаль, покажу ее поближе. Здесь расположены наклейки для чемоданов. Отпечатано все просто замечательно, и хоть надписи здесь не читабельны и рисунки особо не узнаются, но тем не менее в таком масштабе выглядит очень реалистично, и я уверен, на багаже будет смотреться эффектно. Ну а в пластике у нас представлено всего 5 таких вот небольших литников. Давайте рассмотрим их по порядку. Начнем обзор с тележки, и насколько я понял, это типовая немецкая бытовая тележка. Использовалась она, вероятно, для перевозки всевозможных грузов, продуктов, а также багажа. Мне эта тележка даже попадалась в хронике. А еще, похоже, я ее заметил в сериале «Игра престолов». Но давайте теперь поближе рассмотрим, как Mini-Art ее исполнил в пластике. Здесь у нас 4 колеса, 2 побольше, 2 поменьше. Посмотрите, прекрасно отлиты спицы, а также прекрасно выделена расшивка на самом ободе. То есть это деревянное колесо, оно соединено из нескольких планок, а по периметру обито железом. Прекрасно исполненная деталь очень здорово подчеркивает реальную конструкцию колеса. Далее тонко аккуратно отлиты бортики тележки, также ее, так сказать, ходовая часть, ручка и остальные детали. Здесь же находится донышко. Вот оно с обратной стороны. Я так понял, задняя ось отлита единым целым с донышком, а переднюю нужно приклеить. И, возможно, эту переднюю как раз таки можно приклеить в разных положениях. Похоже, здесь получится прекрасная ажурная модель тележки, которая будет способна украсить множество работ. Следующий самый большой литник – это коляска. Что мне здесь особенно понравилось, это проработанная конструкция колесиков. Вот посмотрите, здесь даны полозья,
даны сами колесики. Кстати, прекрасно отлиты, со сквозными отверстиями. И здесь вот рядом расположены оси для этих колес. То есть, представляете, снизу коляска будет проработана очень здорово и реалистично. Все детали отлиты без каких-либо дефектов, очень тонко, ажурно и аккуратно. Здесь также расположена тоненькая ручка коляски, далее ее боковинки с узорами и также детали корпуса. Здесь же вот находятся детали верха, не знаю, честно говоря, как он правильно называется. Но вот, как видите, складки проработаны очень здорово. Прекрасно, реалистично все сымитировано. На боковой части также отлит металлический элемент. Он очень четко просматривается и выглядит даже как отдельная деталь. Вот такой вот замечательно исполненный еще один предмет багажа. Красивая и аккуратная коляска. Изнутри она, кстати, не детализирована, а также здесь нет никакой накидки. Так что придется импровизировать с содержимым. Или же показать пустую новую коляску, например. Кстати, если исполнять сцены с беженцами, то в такую коляску вполне можно положить какой-либо груз. Следующий литник. Здесь расположены чемоданы. Отлиты они просто великолепно. Посмотрите, пролиты все необходимые детали. Вот здесь даже с помощью многоразъемной формы отлиты замочки. Весь рельеф. Металлические уголки на стенке чемодана. Узор на вот такой вот коробочке оригинальной формы. Также вот боковинки с ручками отлиты единым целым. Маленькие ручки даны отдельно. Верхняя часть вот этой вот коробочки. И еще одна крышка чемодана. Понравился еще мне вот такой вот огромный саквояж. Я бы попробовал разместить его на багажнике такси. Далее, второй и последний литник с чемоданами. Здесь расположен портфель, небольшая сумка и еще один небольшой чемоданчик. Портфель состоит из двух деталей, прекрасно пролита ручка и также отлично просматриваются застежки. Сумка состоит из целого ряда деталей. Вот она, металлическая застежка отдельно, боковинки с прекрасной имитацией складок ткани и основная часть сумки. Здесь также замечательно сымитированы складки. Небольшой чемоданчик также отлит с помощью многоразъемной формы. Здесь пролиты замочки и вот так вот отдельно крышка. Прекрасные, аккуратные, реалистичные детали. И последний литник в наборе – это мешки. Эти мешки довольно сильно отличаются от тех, которые мы рассматривали в наборе строительных аксессуаров. Во-первых, все они стоячие, а во-вторых, судя по всему, наполнены продуктами. В первом, похоже, картошка, во втором, скорее всего, какие-то другие овощи, ну а третий, по логике вещей, заполнен мукой, сахаром или крупой. Но этот мешок вполне может сыграть роль и мешка с песком на строительной диораме. Кстати, этот литник тоже входит в большой комплект мешков, которые предлагает компания Mini-Art. Что касается качества литья, на этих деталях также все замечательно. Прекрасно сымитировано наполнение мешка, складки, а также завязки. Очень реалистично, очень здорово выглядят эти предметы. Собираются просто из двух половинок. Итак, друзья, вот такой вот небольшой, но очень яркий и интересный набор багажа предлагает компания Mini-Art. Очень понравился мне этот набор реалистичным исполнением предметов и тщательной проработкой мельчайших деталей. Каждый элемент потрясающе исполнен и украсит любую вашу работу. Как я уже не раз упоминал на протяжении обзора, набор получился весьма универсальным, и эти предметы можно использовать как в гражданских, так и в военных сценах. Честно говоря, жаль только, что здесь дано по одному литнику чемоданов и мешков. Очень хотелось бы иметь два комплекта, поскольку идей насчет этих предметов возникает очень и очень много. И на этом обзор багажа от Mini-Art я буду заканчивать. Ставьте лайки этому ролику, если видео было вам интересным, и обязательно подпишитесь на канал, если еще этого не сделали. У нас впереди еще много интересных
обзоров и строек. Ну а я с вами прощаюсь, благодарю за внимание, всем пока и до новых встреч!